я сейчас самая красивая, самая лучшая, наивысшая, самая умная. Жень, здравствуй. А вот это вот, слушай, я так понял, что ты занимался этой теоремой по Анкаре? Я не занимался теоремой. А что там, как-то вот эта история, как вообще получилось? Григорий Перельман занялся теоремой по Анкаре. Это одна из 4 самых сложных математических загадок Вселенной. Вот. И он доказал это математически. Сделал то, чего никто не смог сделать. И теорема по Анкаре решает такую задачу. Если взять всю Вселенную и заключить ее в образ шара, то есть придать ему конечную форму, бесконечной Вселенной придать конечную форму, и математически накинуть лассо в любой точке на всю Вселенную и стянуть ее до единой точки, до минимального размера, это вообще никак не отразится на формате и форме Вселенной. То есть ты это якобы берешь ее в шар, накидываешь лассо, стягиваешь его, и типа должно что-то всхлопнуться, а ничего не происходит. Математически ничего. Нет формы, на которую можно накинуть лассо. Это движение невозможно. Формы нет. Нет окончательного геометрического ресурса. Ты стягиваешь, а оно превращается. Как гриб во время взрыва. Он же тут взорвалось, взлетело, осела, вернулась. Все. Никакого начала, никакого конца. Просто постоянный, вечно кипящий с закрытой крышкой автоклав. То есть вот это вот, как она началась Вселенная, вот так вот оно и продолжается. И вообще... Она не началась. Она всегда была. Но если возможно слово «всегда», бесконечность, вселенная. Она же вселенная, значит всегда. Значит всеобъемлющая, правильно? Вселенная. Была. Не было времени, когда ее не было, потому что не было. Не было, не были. Ее не было. Быль, она есть, иначе слово «не быль» не существовало бы. Сначала должна быть быль, чтобы была не быль. Правильно? Ты берешь слово «быль», корень, и к нему какую-то вонючую приставку «не» присоединяешь. Вот. Для этого сначала быль должна появиться, правильно? То есть не из «не были» быль, а из «были» не быль. Вот. Все. То есть вот эти вот наши рассуждения все там, что умирает, переформатируется, это просто рассуждение конечного существа, у которого есть время и которое погибает, да. И все, правильно? Погибает и все. Вот именно погибает и все. Конец. К сожалению. Как сказал Дали, прикольно. Страх смерти — это как грусть о утерянных фекалиях. Выходит, бояться смерти — это как грустить о утерянных фекалиях. Беспощадно, бесконечно. Вот. Всегда. Что? Мы помираем. Вопросы у меня другие инструменты. Я тоже поотвечаю. Так, помираем, короче. Сейчас мы, ребзики, подождите, мы тут помираем потихоньку. Помираем. Да. Вот. Так, а что, когда умрем? Когда мы умрем? Ну, ты конкретно. Да. Я стану всем. Как был всегда. Как был всегда. То есть ничего не поменяется, по сути. Продолжится. Ты видел, как лососи путешествуют на нерест? Да. Время от времени им удается выпрыгнуть из реки, побыть долю секунды в воздухе и потом обратно в реку на свой нерест. В реку жизни. Да, да. И поэтому не мешай гусенице превратиться в бабочку. Вот. Спасибо тебе огромное. Все, я погнал. Я погнал. Да. Все мы тут отъезжаем. Потихоньку, помаленьку. Кто-то ускоряет отъезжание, кто-то нет. Но в любом случае, все здесь стремится к другим моментам. И как бы когда уже умирает человек, его нет как бы, и все. Именно вот такого, какой он был до этого. Так что
Цените тот момент, который у вас есть сейчас, каждый момент, каждую секундочку вашей жизни. И стремитесь в этом теле познать все как можно больше. Развивайте его. Это ваша жизнь.